Всем привет на канале YouTube Like. В этом видео я отвечу, пожалуй, на самый главный вопрос многих YouTube-блогеров. Почему ваши видео не попадают в рекомендованные? Разбирать ситуацию я буду на примере статистики своих роликов с других каналов, которые стабильно попали в рекомендации и не вылетают оттуда длительный период времени. Уверяю вас, что эту информацию вы вряд ли сможете где-либо прочесть или тем более посмотреть. Услышав фразу про попадание в рекомендованные, многие из вас сразу подумают про такие показатели, как лайки, STR значков, удержание аудитории и подписки на канал, и будут не совсем правы. Да, эти показатели также важны для того, чтобы ваш контент полюбили роботы Ютуба и отправили в рекомендованные. Но поверьте мне, даже если вам удастся накрутить до космических высот лайки, подписки и комментарии, ваш ролик так и будет прозябать незамеченным, без главного показателя. Об этой ключевой переменной в этом видео речь и пойдет. Для начала стоит уточнить, что такое рекомендованные или похожие на YouTube. Это группа видео, появляющиеся с правой стороны при просмотре любого ролика. И если вы смотрите YouTube с приложения на телефоне или планшете, то этот контент расположен снизу. Алгоритмы платформы подбирают под каждого пользователя наиболее интересное в зависимости от его предпочтений и вкусов. После загрузки ваш ролик обходят роботы, собирают информацию о нем, а затем в виде переменных подставляют специальную формулу для расчета. В зависимости от полученного результата алгоритм и принимает решение, что делать с вашим видео. Продвигать его зрителям или тут же про него забыть и больше не вспоминать как дурной сон. Итак, давайте посмотрим статистику одного из моих роликов, который стабильно попадает в рекомендованные. Как видите, за 28-дневный период его посмотрело более 5 миллионов человек. Для кого-то, возможно, это средний показатель, но, как по мне, вполне неплохая статистика. Обратите внимание, что трафик на этот ролик приходит из рекомендованных – 89%. Все остальное – мелочи жизни. Из других источников YouTube – главная страница, плейлисты, уведомления подписчикам и прочее. Грубо говоря, YouTube буквально подсовывает ролик всем, чтобы его смотрели. Почему же так происходит? Все очень просто. Смотрим на график удержания аудитории с момента загрузки. Только, друзья мои, смотрим не на общее удержание, вот это вот. Оно, кстати, не такое уж и высокое для 10-минутного хронометража, а ищем контрольную точку на графике с удержанием за 20 секунд до конца, то есть 9 минут 36 секунд. В этой контрольной точке удержание составляет 51,8%. По этому показателю YouTube и будет принимать решение, что делать дальше. Почему контрольная точка выбирается за 20 секунд до конца, я думаю, вы сами догадались. Для новичков объясняю. Это связано с конечными заставками, которые начинают показываться за 20 секунд перед окончанием ролика, так как пользователи могут перескакивать и смотреть что-то еще. Теперь открываем другой показатель – просмотры. И что мы видим? STR значков этого ролика всего лишь 2%. Ниже не придумаешь, согласитесь. Пожалуй, стоит также обратить внимание на еще два показателя – подписчики, которые после просмотра ролика решили подписаться, и показатель среднего просмотра, то есть как ведут себя зрители после просмотра, интересуются ли они каналом или нет, смотрят ли что-то еще. Но не обольщайтесь, эти показатели ничто в сравнении с главным – контрольная точка удержания аудитории. Для роликов продолжительностью до 10 минут она должна быть в районе 40-50%. Самое важное для YouTube – это чтобы ваш контент досматривали до конца. В обучающих статьях самого сервиса об этом не раз говорится, но многие не обращают на это никакого внимания. Для подтверждения моих слов привожу пример другого ролика, также стабильно сидящего в рекомендациях. Как видите, за 28 дней он набрал 1,5 миллиона просмотров. Опускаемся вниз и видим, что рекомендации составляют 84%. Теперь ищем ту самую контрольную точку удержания. Поскольку хронометраж ролика составляет 14 минут 33 секунды, значит наша точка 14 минут 11 секунд. Ну, примерно 46% удержания уже есть.
Соответственно, и меньше просмотров, и меньше в рекомендациях. Как видите, показатель STR для значков еще ниже, чем у предыдущего примера. Всего 1,6%. Просто какой-то ужас получается. Есть разные типы видео, где картинки с высоким STR важны. И наоборот, есть тематика, где они только вредят. Об этом я расскажу более подробно не в этот раз, чтобы не отнимать ваше время. А пока что смотрим статистику еще пару роликов, которые периодически то попадают в похожие, то вылетают из них. Показатели, как видите, не такие высокие, как на первых примерах. Тем не менее, это самый минимум, который должен быть у ваших видео, чтобы попасть в рекомендации. Таким образом, открыв свою статистику, каждый сможет без труда определить перспективы контента на своем канале. Любопытно, что многие пытаются при помощи различных манипуляций, в том числе и платно, продвинуть свое видео. Уверяю вас, деньги просто будут выброшены на ветер, если ваше видео не интересно зрителям, и YouTube прекрасно научился это вычислять. Никакие миллионы лайков и подписок не помогут попасть вам в рекомендации. О том, как добиться высоких показателей удержания, я расскажу в следующих своих видео. Раскрою несколько топ-секретов, если, конечно, вам будет интересно это смотреть. Оставьте комментарий, была ли эта информация для вас полезной. Берегите свои деньги и время. Всем пока!